Столбик с одним накидом. Вот таким способом столбик с одним накидом обозначается в схемах и в описаниях. Я покажу, как вяжется столбик с одним накидом на том же образце, на котором я показывал, как вяжутся столбики без накида и полустолбик с одним накидом. Итак, для того, чтобы приступить к вязанию столбика с одним накидом, вам нужно сделать цепочку из воздушных петель. Сделать еще 2 лишние воздушные петли для того, чтобы поднять высоту следующего ряда, высоту столбика с одним накидом. Разворачиваем вязание, ну или если у вас были просто воздушные петли, цепочка, выполняем 2 лишние, которые заменяют нам первый столбик с одним накидом. Выполняем накид. Эти 2 воздушные петли мы отступаем, и уже в следующий столбик, в самый первый, выполняем столбик с одним накидом. Вытягиваем нить, у нас на крючке образуется 3 петли, то есть еще раз показываю. Делаем накид, в самый первый столбик вставляем крючок, вытягиваем нить. У нас 3 петли на крючке. Теперь провязываем по 2 петли. Накид и провязываем 2 петли. У нас на крючке теперь 2 петли, и эти 2 петли также провязываем. Выполнили первый столбик с одним накидом. Опять накид. В следующий столбик вставляем крючок за обе петли косички. Цепляем нашу нить, вытягиваем. У нас 3 петли и провязываем по 2. Раз, два. Раз, два. Столбик с одним накидом. Опять накид. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Вытягиваем нить, 3 петли на крючке, провязываем сначала 2, потом опять 2. По 2 петли на крючке. Опять накид, вставляем крючок в петлю, вытягиваем. Нить вытягиваем на толщину крючка примерно, чтобы была высота. Например, крючок 2 мм, и на высоту 2 мм примерно вытаскиваем нить, чтобы столбики были все примерно одинаковые. Накид. И в следующий столбик вставляем крючок, вытягиваем нить. У нас 3 петли на крючке. И провязываем по 2 петли. 2 петли провязали. У нас 2 петли на крючке. Опять 2 петли провязали. Вот так получается столбик с одним накидом. Я провяжу ряд до конца. Мне остается выполнить последний столбик. Сейчас я пересчитаю, у меня должно быть всего 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот он первый. Воздушные петли подъема не считаем. Сейчас я объясню почему. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне остается выполнить последний мой столбик. То есть вот она, эта косичка. Вот она. Вот эти воздушные петли подъема мы не считаем. Накид. И в эту последнюю косичку я вставляю крючок. Вытягиваем нить. У нас 3 петли на крючке. 2 петли провязали. И опять 2. Все. Вот наш ряд из столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Воздушные петли я не считаю. Почему? Большинство мастеров поднимают воздушные петли подъема, считают их за первый столбик и уже в следующий столбик выполняют столбик с одним накидом, а здесь остаются воздушные петли подъема. И так как не считается первый столбик,
точнее не вяжется первый столбик, а сразу вяжется второй. Эти воздушные петли подъема и следующий столбик, между ними образуется слишком большая дырка. Мне это в вязании не нравится, но вы же можете вязать так, как вяжут большинство мастеров. Но я так не люблю, поэтому я показываю так, как вяжу я. Вот сейчас я здесь сделал воздушные петли подъема, за столбик их не посчитал и провязал сразу первый столбик. А сейчас я покажу, как вяжет большинство мастеров. Выполняют воздушные петли подъема 2, либо 3. Вы уже смотрите в зависимости от вашей плотности вязания. Я считаю то, что 3 воздушные петли это сильно высоко. Вязание получается слишком рыхлым и слишком дырявым. Мне высоты 2 воздушных петель достаточно, чтобы заменить высоту столбика с одним накидом. Итак, большинство мастеров делают 2 воздушные петли подъема, накид. Пропускают этот первый столбик, потому что якобы первый столбик уже выполнен, 2 воздушные петли подъема, накид, и сразу вяжут не в первый, а в следующий, во второй столбик. С одним накидом выполняют столбик, с одним накидом. Вот здесь образуется вот такая косая сторона и дырка. Мне это не нравится. Вы же можете вязать так, но я считаю, что это некрасиво. И далее уже продолжаем вязать просто столбики с одним накидом. Делаем накид, вставляем крючок в столбик. У нас 3 петли на крючке. Провязываем сначала 2, потом опять 2. Я сейчас провяжу до конца, просто покажу. Выполнять первый столбик с одним накидом так, как выполняю его я считаю, так намного удобнее вязание последующих рядов, потому что здесь вы вставляете крючок в сам, уже вот он у меня, в сам столбик, так удобнее и нагляднее видно, и выполняете столбик с одним накидом. А если оставлять воздушные петли подъема, то приходится вставлять крючок в воздушные петли подъема. Здесь все коряво, ничего не видно. Вязание здесь получается рыхлым, тонким, потому что воздушные петли подъема все-таки тоньше, чем сам столбик с одним накидом. Но это уже личное дело каждого, я показываю, как вяжу я. Вот таким образом у меня выглядит столбик с одним накидом. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.